Главные новости этого дня. Известный российский композитор Игорь Николаев, который сегодня отмечает 65-й день рождения, был срочно госпитализирован во время большого музыкального концерта, посвященного юбилею артиста. Игорю Юрьевичу стало нехорошо прямо на музыкальной сцене. Его доставили в больницу в сопровождении родных и близких. Игорь Николаев уже более 40 лет находится на эстрадной сцене. За время своей карьеры он написал более 100 песен. Известный политический деятель, журналист и телеведущий Петр Толстой официально стал сотрудником организации Никиты Михалкова и с 15 числа текущего месяца занимает должность руководителя по общественной и социальной работе. Петр Олегович Толстой будет работать в паре с известным актером Александром Домогаровым. Большое несчастье произошло в семье известной советской актрисы и сотрудника комитета Светланы Немоляевой. Сегодня утром ушел из жизни старший брат актрисы, известный артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России Всеволод Немоляев. Всеволоду Немоляеву было 87 лет. Известная российская певица Любовь Успенская была лишена водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Срок лишения прав 1,5 года. Помимо этого, Любовь Успенская выплатит крупный денежный штраф в размере 100 тысяч рублей. Чрезвычайное событие произошло накануне в Москве. Стражи порядка остановили автомобиль, в котором находилась Любовь Успенская, за грубое нарушение правил. Как выяснилось позже, Любовь Залмановна находилась в состоянии алкогольного опьянения. Администрация города Санкт-Петербурга подала в суд на семью известного актера Дмитрия Нагиева, в частности на его сына Кирилла Нагиева. Семья Дмитрия Нагиева на данный момент обвиняется в неуплате налогов за свою крупную недвижимость в Санкт-Петербурге и за несвоевременную оплату аренды помещений. Дело Дмитрия Нагиева передали в прокуратуру Российской Федерации. Сегодня утром в 4 квартирах в Санкт-Петербурге и Москве известной спортсменки и общественного деятеля Татьяны Навки прошли обыски, что и стали причиной ареста Татьяны Навки. В результате обысков были обнаружены важные документы, которые свидетельствуют о коррупционной деятельности Татьяны Навки. В частности, были обнаружены документы, из которых становится ясно, что Татьяна Навка на протяжении длительного времени брала безвозмездную ссуду у государства, крупные финансовые средства, которые использовала не по назначению. В частности, в данных документах сказано, что Татьяна Навка взяла более 150 миллионов рублей для подготовки российских спортсменов и открытия спортивных школ. Однако в действительности данные финансовые средства ушли не по назначению. Следствие установило, что за все это время не было открыто ни одной спортивной школы с участием Татьяны Навки. Однако в то же время финансовые счета родственников Татьяны Навки за последние полгода пополнились крупными финансовыми суммами, что говорит о том, что Татьяна Навка использовала их в корыстных интересах. Надо отметить, что еще летом прошлого года комитет Никиты Михалкова дважды арестовывал Татьяну Навку по подозрению в разных преступлениях, среди которых заказные покушения на сотрудников антикоррупционного комитета. Однако всякий раз Татьяне Навке удавалось оставаться на свободе за счет дружбы с высокопоставленными эшелонами власти. Общий ущерб от финансовых операций Татьяны Навки составил для государства более 150 миллионов рублей. Известный общественный деятель и российская балерина Анастасия Волочкова попала в дорожно-транспортное происшествие, находясь на отдыхе на Мальдивских островах. Как сообщает местная пресса, Анастасия Волочкова передвигалась на велосипеде. После ужина в одном из ресторанов она была в состоянии алкогольного опьянения, и езда на велосипеде привела к печальным последствиям.
Анастасия Юрьевна Волочкова упала с велосипеда и получила серьезную травму ноги. Печальная новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером в результате несчастного случая трагически погиб известный российский актер Степан Морозов. По данным прессы, 42-летний артист проводил ремонт в собственной квартире и погиб в результате поражения электрическим током. Актер Степан Морозов знаком широкому зрителю по участию в таких фильмах и сериалах, как «Каменская 3», «Дорогая Маша Березина», «Псевдоним Албанец» и многие другие. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья сына Филиппа Киркорова, Мартина Киркорова, который на данный момент находится на лечении в Болгарии. Как сообщает пресса, сыну Филиппа Киркорова требуется срочная операция по пересадке органа. На данный момент врачи ищут доноров. Напомним, что трагическое событие изначально произошло в результате конфликта Филиппа Киркорова со своим сыном. Сотрудники команды Никиты Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным провели колоссальную работу и в самые короткие сроки смогли найти исполнителей и заказчиков преступления против министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. 2 недели назад на Андрея Белоусова было совершено нападение. Андрей Ремович находился в больнице в тяжелом состоянии. Однако сейчас министр обороны Российской Федерации стало значительно лучше. Следствие установило, что в нападении на Андрея Белоусова задействована преступная группировка под названием «Московская», однако это лишь исполнители преступления. После допроса исполнители преступления и назвали предполагаемых заказчиков. По данным членов преступной группировки, они получили свой заказ от одного из помощников генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста. Если слова и исполнители преступления полностью подтвердятся и будут найдены необходимые доказательства, заказчиков преступления ждет уголовные дела. Ну а исполнители преступления уже получили заслуженную кару. После допроса во время следственного эксперимента они хотели совершить побег, который закончился неудачей с трагическими для них последствиями. 2 преступников погибли, 1 находится в тяжелом состоянии. Сегодня день памяти известной советской и российской актрисы Анны Самохиной. Анне Самохиной могло бы исполниться 60 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.